Интернет-газета «Реальное время» представляет новый проект «Побег из города». Мы составили свой туристический маршрут для путешествий по Татарстану. А проехать его пригласили журналисты из Уфы Оксану Мамонтову и историка инженерии Айрата Багуддинова. Оксана ищет эмоции и впечатления, а Айрат — историческую ценность. Ну что, как ты добрался? Нормально добрался, душ, правда, не успел принять, но это фигня все. Самое главное, что я очень рад, что мы с тобой отправляемся в эту экспедицию. Я тебе обещаю, ты влюбишься в Татарстан, потому что у нас тут море интересного. У нас есть и булгарские памятники, уникальные, которым уже по 1000 лет, и много православных вещей, типа церкви, монастыри, которым лет по 400, Слушай, по 500. опять ты со своей историей, я тебе 1000 раз говорила, что все это очень скучно, ты понимаешь? Я в путешествиях люблю эмоции, зрелища. Какая мне разница, сколько лет вот этому вот строению? Я тебя уверяю, во-первых, в Татарстане есть все. У нас есть и история архитектуры интересная, но в то же время есть и красивая природа, и вкусная еда, и тебе люди станцуют, спляшут. То есть ты обещаешь, что будут эмоции и зрелища? Я тебе обещаю, что будут эмоции и зрелища, то, что тебе нравится, но я, в свою очередь, постараюсь убедить тебя, что история это тоже может быть круто. Хорошо, тогда я отвечаю за эмоциональность нашей поездки, скажу тебе, насколько мне понравилось. Договорились, у нас все готово? Все готово. Поехали. Не нужен вместе, как ветер, как звезды, как ночь. Если захочешь, нас унесет прочь. Ветер расскажет, как тает весна. Вместе с тобою нам не до сна. Оксан, вот увидишь, Раифа тебе понравится. Место удивительное. Монастырь белокаменный, с красивой архитектурой, а рядом удивительные места. Лес с огромными 200-летними соснами, озеро знаменитое, в котором лягушки, говорят, никогда не квакают. В общем, такие места, что я даже жалею, что экспедиция наша такая быстрая. Я бы даже остался, может, дня на 2-3. Ну а почему бы тебе не остаться? Это же мужской монастырь, можно сюда попроситься и, например, поработать здесь летом. Ладно, думаешь, мне можно? Я же неверующий человек. Насколько я читала, по-моему, каждому можно, главное получить на это благословение. Но надо уточнить этот вопрос. Прийти может любой, но есть такие евангельские слова, что много званых да мало избранных. Дело в том, что вот вообще церковь — это не только какое-то учреждение, которое имеет свои законы, свои там какие-то движения, какой-то институт, но это еще, говоря языком евангельским, это духовная врачебница. А монастырь — это его реанимационное отделение, будем так говорить, врачебница. Потому что здесь именно в монастырях концентрация благодати, и если в человеке есть какие-то подводные камни, подводные движения, вот, мутные всякие разные, они тут сразу проявляются. Вот сразу проявляются. Вот. И поэтому человек-то может каждый прийти, но не каждый это выдержит. Отец Николай, а ради чего прежде всего приезжают сюда и туристы, и паломники? Чего они здесь ищут? Как это ради чего? Как и во все другие храмы. Помолиться, принять благодать, освежиться, с себя сбросить вот этот все грязный духовный негатив. Приезжают прежде всего найти Бога, общение с Богом. У нас есть сознание, есть подсознание. Человек, может быть, он не скажет этого, а внутри все равно это его ведет. Или, например, к нам приходят экскурсии, и мирская экскурсовод говорит статистические вот эти все данные, там сухие факты, но людям это не надо. Они это могут нажать кнопку, в интернете все это прочитать там, и так далее. Им нужно совершенно другое. Вот. Нужно именно духовное.
Айрат, а зачем мы едем в Иннополис? Город буквально только еще основался, там практически никто не живет, и везде все строится. Какой смысл туда ехать? Ну смотри, ты читаешь в книге, там, город такой-то, основан в таком-то году. Ну это как какие-то слова, просто для тебя ничего не значащие. А тут ты приезжаешь в Иннополис и видишь, как на пустом месте, прямо на твоих глазах вырастает огромный город, который когда-нибудь заживет своей вот огромной жизнью, а ты будешь помнить, как это все начиналось. Мне кажется, ради этого ощущения туда и стоит ехать. Потому что не каждому человеку в жизни выпадает шанс увидеть, как создаются города. На сегодняшний день порядка 1000 человек постоянно проживает здесь, и порядка 500-600 человек ежедневно приезжают на рабочий день из Казани. Руслан, мы пока ехали, не встретили практически машин. Как вообще жители города передвигаются? Ну, во-первых, не встретили машин, потому что сейчас идет рабочий день. А жители города передвигаются очень просто. Очень популярное средство передвижения в нашем городе – это велосипед. Вы можете посмотреть, около каждого здания стоят большие велосипедные парковки. Сейчас погода нам позволяет, все жители ездят на велосипеде. Ну, вы, наверное, на машине ездите какой-нибудь. Вот нет, кстати, мне друзья подарили на день рождения велосипед, и я езжу на работу, и между зданиями, между технопарком и университетом я езжу на велосипеде. Как же так случилось, что ты стал преподавать в Иннополисе? Да, это, опять же, был не очень очевидный путь. Я сначала работал в индустрии, 8 лет занимался разработкой, работал в Москве в компании Parallels и параллельно преподавал на физтехе. Там я узнал о существовании такого университета и решил попробовать свои силы. Меня взяли, и вот я уже год почти здесь преподавать. Я правильно понимаю, что, став преподавателем, ты переехал сюда жить? Да, да. И у тебя даже есть прописка Иннополиса? Да, есть прописка, штампик в паспорте, все положено. Мы приехали в Иннополис как туристы. Вот что ты посоветуешь туристам делать в Иннополисе? Ну, во-первых, наверное, интересно посмотреть на архитектуру, потому что довольно нетипично вот посреди поля, там, где лес буквально начинается, увидеть такую нетипичную архитектуру. То есть зайти в университет обязательно, посмотреть вот кругом, оглядеться, в спорткомплекс сходить. Технопарк очень крутой. Там, если вы пройдете в середину технопарка, там в центре очень крутое эхо. Вы когда говорите, у вас от стен отражается и слышно себя. Сейчас сразу выложим в Инстаграм. У нас, слава богу, в партнерах экспедиции компания МТС, которая обеспечивает наш быстрый, бесперебойный интернет. Хочешь, покажу? Смотри, какая скорость. Вполне достойная. Ну ты нашел, где удивить скоростью. Вот приедем в Мамадыш, там покажешь. В Иннополисе, кроме русских, живут ведь иностранцы. Скажите, пожалуйста, как вы с ними общаетесь? Они знают только английский язык. Ну, мы тоже учим язык, и потом они русские. Обязательно возьмем сметанник с тобой, шпичмаков сейчас поедим в дороге. Ну и с тобой, я думаю. Ну что, Оксанка, а дальше у нас будет Несвияжск. Поздно сегодня, Айрат, уже. Мне кажется, мы не успеем посмотреть там ничего.
Вообще, да, ты права, конечно. Наверное, уже и музей закроется, и поесть нормально не получится. Так что, что у нас там по ночевке? Мы должны переночевать в загородном клубе «Свияга» называется, на полуострове, рядом находится. В рекламе пишут, что там и красиво очень, и чисто, и кормят вроде бы вкусно. Давай проверим, насколько правдива их реклама. Я хочу по итогам каждого нашего дня делать некий итог. Значит, я открываю табличку. Смотри, графа первая. Историко-культурная ценность нашего сегодняшнего дня. Ну, это скорее ко мне вопрос. скорее к тебе, Я да. думаю, я поставлю ему 4. Почему? Что тебе не хватило? Ну, мало было каких-то архитектурных опытов новых, исторических, наверное, так что 4 меньше половины. А это вопрос к тебе. Эмоциональность. Ну, я бы поставил 6, если честно, потому что тоже, знаешь, не хватило каких-то ярких зрелищных впечатлений, да, чего-то нового. То есть, да, в принципе, посмотрели, было интересно, я могу рекомендовать знакомым туда поехать, но не хватило каких-то, знаешь, вот каких-то необычных вещей, которые бы там происходили. То есть, или разговора с какими-то послушниками, да, в данном случае, или по Иннополису не хватило какого-то движения внутри самого города. Но как, по-твоему, стоит все-таки ехать по этим местам? Однозначно стоит. Я буду рекомендовать эту поездку своим друзьям. Пронесется весна, прошумит в проводах и ударит по венам током. И как чей-то каприз, капли падая вниз, устремляются в темные лужи. Босиком по траве в нарисованном сне мчался ангелом зол и простужен. Где-то в глубине дня я читаю слова, нам сейчас никто